1910 году композитор Александр Скрябин создал симфоническую поэму «Прометей» – первое в истории музыкальное произведение с партией световой клавиатуры. По замыслу автора, исполняться произведение должно было в сопровождении световых эффектов. Его друг, профессор физики Мозер, создал светомузыкальный аппарат. Впрочем, после первого же исполнения стало ясно, что технические возможности той поры не позволяют в полной мере реализовать задуманное. И эта идея была забыта на долгие годы. 50 лет спустя ученые вернулись к идеям Александра Скрябина. В Советском Союзе был создан Институт светомузыкальных устройств, который в 1964 году выпустил первую радиолу с светомузыкальной установкой. В 1964 году впервые в нашей стране, в Советском Союзе, Муромским радиозаводом была выпущена радиола, в которой применили эту новинку – цветомузыку. Радиола называлась «Гамма», как раз и название вот за счет того, что цветомузыка переливалась. При этом эта цветомузыка была разбита по определенным частотам, то есть, например, за низкие частоты отвечал красные лампочки красного цвета, за высокие частоты синий цвет и средние частоты это зеленый цвет. Эта радиола выпускалась до 70-го года. Кстати, многие эту радиолу могут увидеть в фильме «Бриллиантовая рука», он в кабинете капитана теплохода стоит. Одновременно советские радиотехники выпустили в свет радиолу «Бирюза». Проигрывание пластинок или прослушивание радиопрограмм сопровождалось миганием разноцветных ламп, чей свет проецировался на откидную крышку. Но настоящий бум устройств с цветомузыкой пришелся на 80-е годы. И хотя их стоимость была высока, истинные меломаны не могли отказать себе в покупке. Росту популярности способствовали и попадавшие из-за железного занавеса в Советский Союз записи с концертов Жана Мишеля Жара и выступления группы Pink Floyd, которые устраивали грандиозные светомузыкальные шоу. Многие до сих пор помнят портативные, относительно небольшие музыкальные центры, магнитофоны, магнитолы, у которых вокруг динамиков были лампочки, которые перемигивались разными цветами. И многие еще вспоминают цветомузыку из кинофильма «Экипаж», когда в квартире одного из главных героев находилась цветомузыка, и вот он садился на кровать, она там включалась, мигала и светилась. Вполне естественно, что начало нового столетия радиолы со встроенной цветомузыкой встретили в кладовых и на свалках. Сегодня из многотысячных тиражей уцелели единицы. Эти экземпляры – ветви эволюции инженерной мысли, милое ретро, которое возвращает нас в уютное прошлое. Евгения Панина, Василий Вишнев, Андрей Кулябин. Россия-24.